Друзья, привет! Как вы понимаете, скоро Новый год, и надо обязательно начать с новогодних новостей. Как всегда, расскажу вам все быстро, коротко, но интересно. Итак, Алга. В России были выбраны любимые новогодние песни. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, и вот его результаты. На первом месте в рейтинге любимых новогодних песен россиян детская классика «В лесу родилась елочка». Ее назвали 16% опрошенных. Каждый девятый, 11%, любит хит группы «Дискотека Авария» «Новогодняя». По 4% опрошенных отметили песню «Елочка, елочка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песню «Три белых коня» из фильма «Чародеи». По 3% голосов набрали «Маленькой елочки холодно зимой» и «5 минут» в исполнении Людмилы Гурченко. По 2% респондентов выбрали в качестве любимой песни новогодние игрушки «Снежинку» из «Чародеев» и песню «Снег кружится». Еще по 2% у иностранных хитов «Happy New Year» от ABBA, «Last Christmas» от Wham и «Jingle Bells». Среди известных, но не столь популярных композиций «Кабы не было зимы» из мультфильма «Трое из Простоквашино», «Дед Мороз» из «Ну погоди», «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «А снег идет, если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», а также «Merry Christmas» и «Let It Snow». И лишь у 12% россиян любимой песни не оказалось. Интересно, а как обстоят дела в странах, где живут наши зрители? Мне кажется, что некоторые песни будут совпадать, а может быть есть и в Латинской Америке своя «В лесу родилась елочка». Друзья, напишите в комментариях, это очень интересно. После знакомства с Димашем я активно начал слушать классическую музыку, а так как я знаю, многие из наших зрителей хорошо разбираются в жанре кроссовер, и я уверен, многие тоже любят послушать иногда что-то из классики, эта новость будет очень полезной для вас. С 27 декабря в мобильном приложении на официальном сайте радио Орфей появились два новых тематических интернет-канала: классика музыкального кроссовера и классика киномузыки. Теперь поклонники одного из самых популярных современных жанров, жанра кроссовер, смогут услышать на сайте радио Орфей и в одноименном мобильном приложении любимые классические произведения в необычном исполнении, а любители кино — музыку из любимых фильмов, от «Шербургских зонтиков» до «Игры престолов» и от «Джентльмена удачи» до современных сериалов. Так что теперь, друзья, есть еще один вариант культурного насыщения. Еще вчера, друзья, мы с вами обсуждали, насколько важно то, что Димаш представлен в чарте Billboard, и что это круто, что уже 2 месяца мы можем видеть песню Fly Away и чуть меньше песню Be With Me среди лучших композиций, обсуждаемых пользователями социальной сети Twitter. А сегодня у меня для вас прекрасные новости. Прямо сейчас они штурмуют первое место. В разделе за 24 часа они стоят на первых 2 местах, а в разделе за 7 дней поднялись на 3 и 4 место. Отрыв от конкурентов пока что не очень большой, но я думаю, что это значит самое время тем, кто хочет помочь отправиться в Twitter и обсудить эти песни с использованием правильных хэштегов. А если вы не знаете, как это правильно сделать, в комментариях можно найти контакт очаровательных леди из Phoenix Twitter Dears, которые с большим удовольствием помогут. Следующая новость прямиком из Америки. Арнольд Шварценеггер стал холостяком после 10 лет бракоразводного процесса. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер. Бракоразводный процесс начался еще в 2011 году, и сейчас супругам удалось договориться. Сложно было договориться, так как состояние супругов составляло более $400 миллионов. Однако их пришлось делить пополам, так как у них не было брачного контракта. Вы представляете, друзья, вот этот Аташка-терминатор, какой же все-таки неугомонный, в 74 года решил начать новую жизнь. Но пожелаем удачи Арнольду и его прекрасной супруге. Ах да, бывшей супруги, I'm sorry. Ну а теперь к новостям спорта. Португальский футболист Криштиану Роналдо был назван лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards. Информация об этом появилась в Twitter премии. На его счету уже более 800 голов, что просто невероятно в мире футбола, хотя еще остались игроки, которые забили больше за свою профессиональную карьеру. И что-то мне подсказывает, что Криштиану по силам замахнуться и на то, чтобы забить больше всех голов за всю историю футбола. Пожелаем ему в этом удачи и спортивного долголетия. Кстати, есть версия, что Криштиану Роналдо тоже казах, несмотря на то, что португалец. А почему казах? Потому что красавчик. Еще один феноменальный спортсмен Геннадий Головкин, настоящая легенда бокса из Казахстана, тоже не собирается заканчивать карьеру. Сегодня, 29 декабря, у него был запланирован бой против японского суперчемпиона в WBA Риоты Мураты. Но в связи с ограничениями, навязанными текущей ситуацией в мире, бой был перенесен. Скорее всего, можно ожидать, что бой состоится весной, хотя есть информация, что может и раньше, уже в феврале. Конечно, немного обидно, что мы лишены такого интересного боя, как подарка на Новый год. Ну, что поделаешь, будем ждать весны. Ну что, друзья, это все на текущий момент. Не прощаемся. Надеюсь, что скоро увидимся.